Сегодняшний выпуск начинается с теплой семейной новости, но закончится он совсем не так спокойно, как может показаться сначала. У Ханде Эрчел важное пополнение в семье. Поклонники уже поздравляют актрису, но за этой радостью есть одна деталь, и ее близкие не сразу спешили раскрывать личное, и именно поэтому новость стала еще более обсуждаемой. Дальше Чагатай Улусой. Вот здесь, дорогие мои, уже не просто светская хроника. После финала «Мечты Эшрефа» турецкие медиа заметили странное движение в соцсетях, сразу несколько актеров якобы отписались. Совпадение. Рабочая дистанция. Или за красивой картинкой сериала все-таки осталось что-то, о чем никто не хочет говорить вслух? Я не люблю превращать слухи в факты, поэтому сегодня разберем все спокойно, где подтвержденная информация, а где только версии поклонников. Но признаюсь честно, история выглядит слишком любопытно, чтобы пройти мимо. Будет и Джан Яман, который снова громко заявил о себе в Италии. Только здесь есть важная поправка, не все заголовки передают его награду точно. Разберемся, что он получил на самом деле и почему это все равно большой шаг для его международной карьеры. Поговорим также о новом историческом сериале с Альпом Наврузом, встрече Энгина Кюрика с поклонниками, резком ответе Кыванча Татлатуга журналисту и отдыхе Демет Аздемир после финала. Оставайтесь до конца, потому что в этом выпуске каждая новость цепляет по-своему. Где-то сердце радуется, где-то возникает вопрос, а где-то хочется сказать «Стоп, а что там на самом деле произошло?» Представьте себе, лето, турецкая телеиндустрия вроде бы должна немного выдохнуть, часть звезд уходит в отпуск, кто-то отдыхает у моря, кто-то исчезает из публичного поля, а в это время TRT Tabi запускает проект, который явно рассчитан не на тихий проходной сезон. Речь о новом историческом сериале «Нарзамолмалк Алтынса». По-русски это можно передать как «Низам аль-Мульк. Золотой век». Уже само название звучит не как легкая романтическая история на пару вечеров, а как заявка на большой исторический разговор. Здесь и власть, и дворцовые интриги, и борьба умов, и эпоха, где одно неверное решение могло изменить судьбу целого государства. Скажите честно, вы тоже это чувствуете? Когда турки берутся за историческую драму, особенно на фоне Сельджукской империи, это почти всегда не просто красивые костюмы и лошади в кадре. Это попытка собрать на экране мир, где каждый взгляд что-то значит, каждое слово может стать оружием, а за внешним спокойствием прячется такой политический узел, что распутывать его придется не одну серию. Главная фигура здесь – Низам аль-Мульк. Не просто визирь, не просто человек при власти. Это один из тех исторических персонажей, о которых можно сказать, он не сидел на троне, но рядом с троном его слово весило очень дорого. Великий визирь Сельджукской империи, автор знаменитого трактата Сиясет-наме, человек, связанный с государственной мудростью, управлением и самой философией власти. И вот тут начинается самое вкусное для зрителя. Низам аль-Мулька сыграет Мерт Турак. Вы его можете помнить по разным работам, и это актер, у которого есть важное качество – он умеет держать внутреннее напряжение. Не обязательно кричать, не обязательно размахивать руками, не обязательно давить на зрителя лбом. Иногда достаточно взгляда, паузы, спокойной фразы, и уже понятно, кто в комнате действительно контролирует ситуацию. На роль султана Меликшаха заявлен Альп Навруз. Вот здесь, на мой взгляд, очень интересное сочетание. Потому что Альп Навруз для многих зрителей – это прежде всего красивый, харизматичный герой романтических и драматических историй. А теперь его ставят в исторический масштаб, в образ правителя, вокруг которого будет строиться большой политический мир. С одной стороны, Мерт Турак как ум, стратегия, государственная глубина. С другой, Альп Навруз как молодая, яркая, сильная фигура султана. Такой дуэт может сработать очень мощно, если сценарий не будет просто пересказывать даты, а покажет живых людей внутри большой эпохи. Вот что мне здесь кажется особенно важным. Исторический сериал держится не только на декорациях.
Красивые дворцы, костюмы, мечи, знамена – все это, конечно, нужно. Но если между персонажами нет напряжения, если зритель не чувствует, что за каждой сценой стоит выбор, цена, риск, тогда даже самый дорогой проект быстро становится просто картинкой. А здесь сама тема подсказывает, материала для сильной драмы достаточно. Производством занимается DSS Media. Для TRT Tabby проект заявлен как 16-серийный. Это тоже важная деталь. 16 серий – не бесконечная история, которую можно тянуть до усталости зрителя. Такой формат, если его правильно собрать, дает шанс сделать плотное повествование, без лишней ваты, без бесконечных кругов по одному и тому же конфликту, с четким движением от завязки к большому финалу. Режиссерское кресло занимает Эмир Халилзаде, а идея и сценарная разработка связаны с именем Исы Йылдыза. В актерском составе также заявлены Денис Барут, Бюлент Челак, Бурак Челик, Дилара Ешели-Прак и другие имена. Отдельно стоит отметить Бюлента Челака, потому что ему достается образ Хасана Сабаха. Для исторической драмы это не просто имя в списке. Это персонаж, вокруг которого уже сам воздух становится плотнее. Здесь, конечно, надо говорить аккуратно. На момент первых сообщений турецкая пресса писала о читке сценария и планируемом старте съемок. Поэтому я бы не стал кричать: «Все, сериал уже полностью запущен, ждем премьеру завтра». Нет. Правильнее сказать так, проект вошел в активную производственную фазу, состав уже активно обсуждают, и если график не изменился, съемочный процесс должен был стартовать в середине июня. Почему эта новость вообще важна для зрителей, которые давно смотрят турецкие сериалы? Потому что последние годы показали, исторический жанр в Турции умеет собирать не только рейтинги, но и очень преданную аудиторию. Люди любят такие проекты не из-за сухой истории из учебника. Их цепляет другое – честь, верность, семейные союзы, предательство, борьба за влияние, сильные мужчины, мудрые женщины и тот самый восточный размах, где на фоне большой политики все равно остаются человеческие чувства. Я бы на месте зрителя уже обратил внимание на одну вещь: этот сериал может быть интересен не только поклонникам истории, но и тем, кто любит сложные отношения между героями. Потому что фигура визиря рядом с султаном – это всегда тонкая линия, где заканчивается служение государству и начинается собственное влияние, где мудрый совет превращается в рычаг власти. Можно ли быть верным правителю и при этом видеть дальше него? Вот за такие вопросы я и люблю исторические драмы, когда они сделаны не на автомате. Они вроде бы говорят о прошлом, а на самом деле все время задают вопросы сегодняшнему зрителю. Кому вы доверяете? Кто рядом с вами ради общего дела, а кто просто ждет удобного момента? Кто говорит правду, а кто красиво упаковывает собственные интересы? Поэтому Нарзамол Молк Алтынца я бы точно не списывал в ряд обычных сезонных новинок. У проекта есть 3 сильные опоры: историческая эпоха, 16-серийный формат и актерская пара Мерт Турак, Альп Навруз. Дальше все будет зависеть от сценария и постановки. Если создатели не утонут в пафосе и дадут героям живой конфликт, зрители могут получить одну из самых обсуждаемых исторических премьер ближайшего периода. А пока одни актеры готовятся примерить на себя власть, короны и тяжелые решения большой империи, в жизни другой любимой турецкой звезды появилась совсем другая новость, тихая, семейная и очень теплая. Там уже не дворцы и не визири, а радость, которую поклонники Ханде Эрчел обсуждают с особым вниманием. После больших исторических декораций новость совсем другого вкуса. Тихая, семейная, без громких заявлений, но именно такие истории зрители часто принимают ближе всего к сердцу. Ханде Эрчел снова станет тетой. Ее сестра, Гамзи Эрчел, ждет второго ребенка. Для поклонников Ханде это не просто строка из светской хроники. Многие давно знают, насколько актриса привязана к семье, как тепло она относится к своей племяннице Мави, и поэтому любая новость о близких Ханде сразу вызывает особое внимание.
Знаете, в чем сила таких новостей? Здесь нет скандала, нет погони за громким заголовком. Есть простая человеческая радость. Семья растет, рядом близкие, поклонники поздравляют, и в этом есть своя мягкая красота. Гамзе Эрчел и ее супруг Джанер Йылдырым уже воспитывают дочь Мави. Теперь, по сообщениям турецкой прессы, в семье ожидается пополнение. Подробности пара не раскрывает широко, и это, на мой взгляд, абсолютно правильно. Не все в жизни знаменитостей должно становиться витриной. Для ролика эту новость лучше подавать бережно, без догадок о сроках, без лишнего копания в личном. Просто сказать: в семье Ханде Эрчел снова радостное ожидание, а сама актриса, судя по тому, как она всегда относилась к родным, наверняка переживает этот момент очень тепло. А теперь от семейной радости возвращаемся к съемочным площадкам. Потому что в турецкой индустрии стартует еще один проект, где уже сейчас поклонники обсуждают не только сюжет, но и новую экранную пару. Теперь к проекту, где уже само сочетание актеров заставляет присмотреться внимательнее. Речь о сериале «Алкара», где главные роли исполняют Мирай Данер и Халид Асгюрсары. Название пишется именно «Алкара». Мелочь. Нет, для тех, кто давно следит за турецкими проектами, такие детали важны. Потому что за ними уважение к оригиналу и к самой истории. По данным турецкой прессы, съемки должны стартовать 15 июня. Производством занимается Karga Seven Pictures, проект готовится для платформы TOD. В центре сюжета не просто красивая пара, а история с напряжением, прошлым и расследованием. Мирай Данер сыграет психолога Ишик, а Халид Асгюрсары – полицейского Дениза. Вот тут уже становится интересно. Потому что психолог и полицейский в одной истории – это всегда столкновение двух разных способов видеть правду. Один ищет ее в человеке, другой – в уликах, поступках и фактах. К актерскому составу также присоединились Джан Атак и Бурак Гюнеш. Пока это не та новость, где можно делать громкие выводы, но направление понятно. Создатели собирают драму с серьезной интригой. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение таких разборов. Потому что дальше у нас будут не только новые сериалы, а еще и история вокруг Чагата Улуса, где одна деталь в соцсетях уже заставила поклонников спорить. А пока новые проекты только входят в работу, турецкое кино продолжает выезжать за границу, и следующая новость ведет нас во Франкфурт. Озан Акбаба оказался в Германии на международном фестивале турецкого кино во Франкфурте. Там зрителям представили фильм «Бак Постач Гелиор», где актер исполнил главную роль. На первый взгляд, новость спокойная. Приехал актер на фестиваль, встретился со зрителями, получил внимание прессы. Казалось бы, что тут особенного? А особенность в другом. Такие события показывают, турецкое кино живет не только внутри Турции. Его смотрят, обсуждают, ждут и за пределами страны, особенно там, где большая турецкая диаспора. По сообщениям турецких медиа, Озану Акбабе также вручили памятную благодарственную плакетку. Тут важно не раздувать, это не громкая конкурсная награда, не премия уровня большого международного триумфа. Скорее знак уважения за участие и вклад в события. Мне нравится в этой истории именно ее спокойная достоинственность. Без лишнего шума, без сенсации на ровном месте. Актер приехал, представил работу, получил благодарность, встретился с публикой. Для зрителя это хороший момент, чтобы увидеть Озана Акбабу не только как экранного героя, а как человека, который остается частью культурной связи между Турцией и теми, кто давно живет вдали от нее. А теперь сменим тон. Потому что следующая история тоже о встрече с поклонниками, но уже совсем другой. Не кинофестиваль, не красная дорожка, а книга, автографы и Энгин Акюрик, которого многие любят именно за глубину. Энгин Акюрик снова вышел к поклонникам, но не только как актер. На этот раз поводом стала его книга «Исимсис», что можно перевести как «безымянная».
Согласитесь, есть актеры, которых зритель воспринимает просто как красивое лицо с экрана. А есть другие, более редкие. Те, у кого за ролями чувствуется внутренняя тишина, мысль, наблюдательность. Энгин как раз из таких. 14 июня в Стамбуле была запланирована встреча с читателями и автограф-сессия в Д. Ар на Багдадской улице. Для поклонников это, конечно, не просто возможность получить подпись. Это шанс увидеть человека, который много лет был рядом с ними через сериалы, но теперь говорит уже другим языком, литературным. В этом и есть особая сила новости. Она не кричит, не требует скандального заголовка. Она показывает артиста с другой стороны. Не в образе героя, не в драматической сцене, не в любовной линии, а как автора, который делится своими мыслями. Я бы подал это очень тепло. Энгин Акурик продолжает доказывать, что его связь со зрителем не заканчивается после финальных титров. Иногда она просто переходит со съемочной площадки на страницы книги. После такой спокойной, почти камерной истории хочется перейти к новости, где тоже есть тепло, но уже семейное. Потому что дальше у нас свадьба, без лишнего шума, зато с очень красивым настроением. Толга Гюлич и Айкут Джингис поженились. Новость короткая, но приятная, из тех, которые не требуют громких слов, чтобы вызвать улыбку. Толгу Гюлича зрители знают по турецким сериалам, а Айкут Джингис работает в медийной сфере. Их отношения не строились на постоянном показе личной жизни на показ. Пара была помолвлена еще в 2025 году, а теперь официально оформила союз. Вот такие моменты, честно, иногда даже приятнее обсуждать, чем бесконечные слухи. Потому что здесь все просто, люди выбрали друг друга, прошли к этому шагу спокойно и разделили важный день с близкими. Для нашей аудитории эту новость лучше не превращать в огромную драму. Здесь не нужно придумывать интригу там, где ее нет. Достаточно сказать, в турецком мире сериалов стало на одну красивую семейную историю больше. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы собираем не только громкие скандальные темы, но и такие человеческие моменты, которые часто говорят о звездах больше, чем красные дорожки. А дальше настроение резко меняется. Потому что следующая история уже не про свадьбу и не про улыбки. Кыванч Татлытук оказался в ситуации, где терпение, похоже, подошло к краю. Кыванч Татлытук обычно производит впечатление человека с очень крепкой выдержкой. Спокойный, собранный, без дешевых жестов на публику. Поэтому, когда вокруг него возникает напряженный момент, турецкая пресса сразу цепляется за каждую фразу. На этот раз актера заметили вместе с супругой Башак Дизар. Журналист продолжал задавать вопросы, хотя Кыванч явно не хотел разговаривать. В какой-то момент актер ответил: «Брат, может, уже доброй ночи?» До каких пор это будет продолжаться? Грубости здесь, по сути, нет. Скорее усталость. Та самая человеческая усталость, когда ты уже дал понять, что не готов говорить, а перед тобой все равно держат камеру и ждут реакции. Мне кажется, это важный момент. Мы часто хотим от звезд идеальной улыбки в любую секунду. В аэропорту, после дороги, ночью, рядом с семьей, пожалуйста, будь милым, отвечай, шути. А человек может просто устать. Вот и все. Подавать эту историю лучше аккуратно, не «Кыванч сорвался», не «устроил скандал», а «дал понять, что разговор окончен». Это честнее и спокойнее. Следующая история куда более скользкая. Там нет прямой фразы в камеру, зато есть сцети, молчание актеров и вопрос, который поклонники «Мечты Шрефа» теперь обсуждают особенно горячо. После финала «Мечта Шрефа» поклонники заметили странную деталь: несколько актеров, как сообщили турецкие медиа, якобы отписались от Чагатая Улуса в соцсетях. Среди имен назывались Бушра Девили, Левент Асджилик, Неджип Мимили и Георгим Севиндик.
Сами понимаете, в мире турецких сериалов одна отписка иногда запускает такую волну разговоров, будто кто-то официально сделал громкое заявление. Вот только заявления не было. Ни Чагатай Улусой, ни его коллеги публично не объясняли эту ситуацию. Поэтому называть это конфликтом как установленный факт нельзя. Правильнее сказать, поклонники обсуждают возможное напряжение, но подтверждений причин нет. И все же вопрос остается. Почему сразу несколько людей после завершения проекта перестали следить за главным актером? Совпадение. Рабочая дистанция после финала. Личные обстоятельства. Или за кадром действительно было что-то, о чем команда предпочитает не говорить? Мне нравится здесь не торопиться с выводами. Потому что соцсети – опасная штука. Сегодня подписан, завтра отписан, послезавтра снова подписан, а фанаты уже построили целую драму в 3 сезонах. Эту тему можно держать как интригу, но обязательно с оговоркой, пока это не доказанный конфликт, обсуждаемая деталь после финала сериала. После такой напряженной истории хочется немного воздуха. И дальше он появится в семейном дне Озджана Дениза. У Озджана Дениза появился очень трогательный повод для гордости. Его сын Кузий от брака с Фейзой Актан отпраздновал окончание учебы. На церемонии актер появился перед прессой, но сразу попросил отнестись с пониманием. Он сказал, что они только приехали, быстро подготовились и немного устали, поэтому много говорить не сможет. И знаете, в этом тоже есть своя правда жизни. Не каждый важный день должен превращаться в интервью. Особенно, когда речь о ребенке. Для Озджана это был не медийный выход ради камер, а семейный момент. День, когда отец приходит поддержать сына, быть рядом, увидеть важный шаг в его жизни. Мне кажется, такие новости важны именно потому, что возвращают звезд на землю. За громкими ролями, конфликтами, разводами, слухами и заголовками все равно остаются обычные человеческие вещи: дети, семья, усталость, гордость, желание просто спокойно прожить важный день. Подпишитесь на канал, если вам близок такой формат, без грязи, но с живыми деталями и честными акцентами. А впереди у нас еще 2 сильные истории. Сначала Джан Яман и престижное признание в Италии. А потом Демет Оздемир, которая после финала «Мечты Шрефа» выбрала самый понятный способ перезагрузиться. Джан Яман снова оказался в центре внимания в Италии. И это уже не просто разговоры о популярности, не очередная фотосессия и не шум вокруг внешности. Речь о профессиональном признании. За работу в Сэндокан Джан получил награду на Стридьяргента Гранди серии 2026 как протагониста Интернажионале. Международное признание главного героя проекта. Здесь важно исправить одну деталь. Формулировка «лучший иностранный актер» звучит красиво, но не совсем точно. В официальной подаче речь идет именно о статусе международного протагониста, то есть центральной фигуры проекта с международным значением. Для Джана Ямана это сильный момент. Потому что его путь в Италии многие обсуждали по-разному. Кто-то восхищался, кто-то сомневался, кто-то говорил, что популярность – это одно, а серьезная работа – другое. Теперь у него есть повод сказать без лишних слов: смотрите на результат. Сэндокан – проект заметный, с большим ожиданием, и такое признание до полноценного зрительского обсуждения сериала только подогревает интерес. Я бы подал это с уважением, но без фанатской истерики. Джан Яман укрепляет свою международную карьеру, и это факт. А вот насколько сильной окажется сама роль, зрители оценят уже после выхода проекта. Остается последняя история выпуска. Она тоже связана с «Мечтой Шрефа», но уже без отписок и слухов. Предупреждаю, это финальный блок 11:11. После финала «Эсреф Руя» Демет Оздемир не стала долго задерживаться в шуме обсуждений. Турецкая пресса сообщила, что актриса отправилась отдыхать у моря, и здесь важно уточнить место. Речь не о Бодруме, а о Гёджике.
казалось бы, обычный отпуск. Яхта, друзья, море, теплая погода. Но после тяжелого съемочного периода даже такая простая новость читается иначе. Потому что финал проекта – это всегда эмоциональный этап. Актеры проживают историю месяцами, входят в ритм съемок, держат напряжение, потом все резко заканчивается. Организму и голове нужна пауза. Диmet Özdemir как раз выбрала такую паузу. Без громких заявлений, без попытки объяснять все вокруг финала, без комментариев по чужим обсуждениям. Просто море, близкие люди и восстановление сил. Мне кажется, это очень правильный финал нашего выпуска. Сегодня мы увидели турецких звезд с разных сторон. Кто-то входит в исторический проект, кто-то ждет пополнения в семье, кто-то получает международное признание, кто-то устал от камер, а кто-то просто уехал к морю после напряженной работы. Какая новость зацепила вас сильнее всего? Исторический сериал с Альпом Наврузом, ситуация вокруг Чагатая Улуса, награда Джана Ямана или отдых Димет после финала? Напишите в комментариях. Мне правда интересно, где вы видите обычную новость, а где начало большой истории. А на этом, дорогие мои, мы будем заканчивать сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, какая новость вас зацепила больше всего. Новый исторический сериал с Альпом Наврузом. Семейная радость Ханде Эрчил. История вокруг Чагатая Улуса. Или награда Джана Ямана в Италии. Мне правда интересно читать ваше мнение, потому что часто именно в комментариях рождаются самые живые обсуждения. Поддержите выпуск лайком, если вам нравится такой спокойный, честный и внимательный разбор турецких новостей, без лишней грязи, но с интригой и уважением к зрителю. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить новые выпуски о турецких сериалах, любимых актерах, красивых парах, неожиданных поворотах и закулисных историях. Берегите себя, оставайтесь с нами, и до встречи в следующем выпуске.